Вначале Ковчег в Армении просто инструктировал, ну то есть расселял и инструктировал. А сейчас Ковчег в Армении, мне больше хотелось в это верить, что он вдохновляет больше, он вдохновляет создавать вот эти комьюнити, он вдохновляет, может быть, кого-то создавать свои проекты, начинать и пробовать. Юридические консультации мы предоставляли всем, но в первый день мы получили несколько тысяч вопросов на 3 человек, несколько тысяч. Баревдзес, здравствуйте. Сегодня опять четверг, и сегодня мы опять встречаемся с благотворительным фондом, который работает в Армении, и на этот раз это фонд «Ковчег». Сегодня у меня в гостях Анастасия Буракова, основательница «Ковчега», и Дарина Маяцкая, глава «Ковчега» в Армении. Здравствуйте. 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 Спасибо, что пришли. Мне хотелось бы начать с того, чтобы спросить вас, как вообще образовался «Ковчег». То есть я хорошо себе представляю ситуацию, когда это произошло. То есть началась война в феврале 22 года, начался абсолютно сумасшедший дом, и нужно было что-то с этим делать. 24 февраля 2022 года все проснулись рано и узнали, что началась война. И, конечно, у многих людей, у большего количества, чем сейчас пытается представить пропаганда или пытаются представить некоторые зарубежные акторы, у большого количества людей антивоенная позиция, у большого количества людей желание ее выразить, даже у тех, кто ранее не участвовал в политике. Я юрист, правозащитник, и мой контакт прямой есть у достаточно большого количества людей. В большинстве своем это журналисты, активисты, правозащитники, люди из таких структур гражданского общества. Огромное количество сообщений о возможностях выезда, о том, что можно делать, за что они могут, например, быть привлечены к уголовной ответственности, а в чем они могут ограничиться только административным штрафом. Что теперь делать? И вот эти вопросы, отчасти экзистенциальные, отчасти юридические, их было просто сотни. И я поняла, что я не смогу одна обработать это даже при всем желании, или это займет месяцы. Поэтому я стала писать, звонить своим коллегам, правозащитным юристам, и 2 человек согласились помочь мне поконсультировать в боте юридической помощи. Мы сделали его очень простым, очень наскоро на платформе Telegram. И также я обратилась в антивоенный комитет, который только-только образовался, и сказала, что есть вот такая идея, и есть достаточно большая потребность поддержать людей, которые уезжают из России, выражают антивоенную позицию и сталкиваются с давлением, с репрессиями. И антивоенный комитет помог нам запуститься и дал средства на аренду первых шелтеров в Ереване и Стамбуле. И вот так с 2 шелтеров и простенького бота юридической помощи, 3 юристов пробона начался «Ковчег». А что сами вы делали в этот момент? Вы тоже паковали чемоданы и уезжали? Я уехала из России до начала войны. Я бы сказала, что в 2000... И вас не было в России? Меня не было в России на момент начала войны. В 2021 году Путин, видимо, готовясь к войне, начал тотальную зачистку гражданского общества. Она, в принципе, шла и в предыдущие годы, но в 2021 году это давление очень усилилось. И многие независимые медиа, правозащитные организации могли так или иначе, с теми или иными оговорками, работать в России и выполнять свой долг, делать свое дело. Но в 2021 году начали с большого прессинга структуры Алексея Навального, и дальше в ход пошли журналисты, правозащитники, экологические организации и так далее и тому подобное. И поэтому на этой волне правозащитная организация, деятельность которой я координировала, тоже была заблокирована по решению Генеральной прокуратуры. И в ноябре 2021 года я была вынуждена уехать из России и переехала в Киев. И поэтому война стала для меня второй потерей дома за короткое время. И из Киева вы уехали дальше? Я была на момент начала войны в Литве. Я ездила туда по своим личным делам, по работе, на которой я тогда работала, обычно не связанной с какой-то НКО, гражданской деятельностью. И война застала меня в Литве, но мои вещи, мой дом, моя уже начинающаяся налаживаться жизнь была в Киеве. И она тоже была разрушена. И пришлось строить ее на новом месте. И пришлось строить ее на новом месте. Дарина, а вы? Я на момент 24 февраля жила в Санкт-Петербурге, работала на обычной работе в целом. После этого я уехала 16 марта. То есть я на самом деле участвовала в первых антивоенных митингах, и даже в процессе мне казалось, что вышло достаточно много людей, что
все мои знакомые, которые связаны с активизмом и политикой, которые не связаны, они, понимают, что началось, а это обсуждается на кухнях, в квартирах, там, в транспорте. И на какую-то секундочку мне даже показалось, что вот остается просто не уйти с этой улицы один раз, и у нас будет возможность и шанс что-то поменять. Но тут же ужесточили законы за высказывания против войны. За антивоенные митинги. Да, за антивоенные митинги. И достаточно понятно, что когда твои издержки меняются с административного, там, например, штрафа на уголовное преследование, люди пугаются, и митинги постепенно стали все малочисленнее и малочисленнее. Вот. В какой-то момент, да, я поняла, что нужно уезжать, потому что в России, если оставаться и продолжать высказываться, продолжать что-то делать, то есть очень большой шанс потерять свободу. Вот. И что намного полезнее куда-то уехать и продолжать деятельность там, в том числе помогать активистам, помогать проектам, которые также вынуждены уезжать. Вы были знакомы до Ковчега? Да, мы работали вместе с 2016 года на избирательных кампаниях независимых кандидатов в разных регионах России. Также мы были активистами в Петербурге и делали градозащитные кампании вместе, участвовали в разных таких проверенные бойцы. Активностях локальных. Когда началась война, Дарина уехала в Ереван, как раз мы искали квартиры под шелтеры, дома под шелтеры. И я позвонила Дарине и попросила ее просто найти что-то здесь и арендовать, чтобы мы могли заселять людей, которые бегут из-за угрозы преследования, из-за преследования, которые придерживаются антивоенной позиции. И Дарина согласилась помочь. И вот так начался Ковчег в Ереване. Вот вы сказали, что Ковчег начался с 2 шелтеров и юридического бота. Как вы определили, что будет вашим главным приоритетом в деятельности Ковчега? Честно сказать, я подсмотрела у коллег-белорусов, которые после 2020 года организовали достаточно хорошую, эффективную систему помощи людям, которые уезжали из Беларуси после протестов по итогам президентских выборов. И есть Дом Беларуси в Вильнюсе, который также предоставляет жилье, юридические консультации, психологическую помощь и так далее. И это такой очень хороший пункт, куда люди, которые бегут от преследования, они не понимают, как строить жизнь, они не планировали этот переезд, этот побег, я бы даже сказала, и они могут отдышаться, потихоньку прийти в себя, дальше сориентироваться, получить юридические консультации, если требуется психологическая помощь и так далее, сформированная комьюнити, куда ты можешь влиться, включиться, найти единомышленников, и я с ними общаюсь, и поэтому у меня сразу пришла в голову эта идея, потому что в целом такой проект не такой, но с таким же вектором был реализован у белорусов. Понятно. И как происходил отбор тех, кому помогать? Как вы понимали, что это же какая-то верификация нужна, а когда человек пишет «помогите», как ты будешь его верифицировать? Тут не очень понятно. Если мы говорим про начало, когда у нас были только шелтеры и бот юридической помощи, юридические консультации мы предоставляли всем, но в первый день мы получили несколько тысяч вопросов на 3 человек, несколько тысяч. И, конечно, мы старались подключать других правозащитников. Я писала коллегам, с которыми раньше мы работали в России или которые работали в других организациях, и в какой-то в продолжительности 2 недель, 3 недель мы смогли разобрать вот этот большой завал и как-то потихоньку выйти на срок ответа уже не превышающего 1 сутки. Но сначала это, конечно, было тяжело, и люди писали, почему мне не отвечают, но мы сидели просто не смыкая глаз. А по жилью мы сразу сделали Google форму, достаточно подробную, которая в том числе спрашивает про мотивацию отъезда, про бэкграунд, про риски, которые есть у человека. И, конечно, до сих пор сейчас мы уже такой структурированный
структурированный проект с огромным количеством видов помощи, адаптации и так далее. Тогда мы отбирали по критерию нуждаемости и по критерию рисков, ну то есть кому нужнее, потому что заявок было в десятки раз больше, чем наших возможностей. Вы это делали все вручную? То есть все вы заполнили Google форму, это пришло к вам или к вашим коллегам, и вы это глазами читали и откладывали в одну или другую кучку? Вот здесь, наверное, лучше Дарина расскажет, потому что она до сих пор продолжает как раз-таки структурировать заявки. Да, но на самом деле, как Настя рассказала, так это и выглядело, и как вы предположили. То есть человек заполняет форму, эта форма выгружается, тому, кто прочитывает, проверяет. И да, мы просто ее читаем. То есть там помимо мотивации поля для свободного описания, чем человек занимался, почему он уехал, почему он нуждается в жилье, есть еще ссылки, строчки для ссылок на соцсети. То есть мы параллельно проверяем соцсети, смотрим, что как можем, то есть что человек хотя бы не подписан на, я не знаю, там, Первый канал и Единую Россию исключительно, вот. И, конечно, читаем его письмо. Если есть какие-то вопросы к личности, к верификации, то мы просто по оставленному контактам связываемся и просим уточнить, что-то добавить и рассказать. Да, то есть анкет в первые дни поступало сотни в день. Естественно, всем помочь было невозможно. Тогда, для меня, например, да, главным критерием был вопрос, помимо верификации, проверки и бэкграунда, вопрос, почему человек нуждается в жилье. То есть кто-то заполняет действительно, потому что у нас были такие истории, что люди выехали с деньгами исключительно на российских картах, которые заблокировали, и человек просто остается на улице, потому что пока он разберется, как эти деньги перевести и что можно сделать, у него просто нет, фактически ни рубля. Вот. А кто-то заполнял, что он посмотрел хостелы или гостиницы. Дорого слишком, да? Даже недорого, но ему хочется пожить в приятной компании. Ага. Вот. И, естественно, это... Отпуск такой. Да, это разные уровни потребностей. Да. Вот. То есть мы, конечно, смотрели и продолжаем смотреть, в чем человек нуждается и кто нуждается больше. Это, наверное, тоже важный какой-то приоритет по сбору и структурированию именно информации, по обновлению ее, то есть вот эти вот вещи. Уделяете ли вы этому внимание? Да, конечно, у нас большой телеграм-канал, 1120 подписчиков, и сетка телеграм-чатов с суммарной аудиторией где-то 170 тысяч, наверное, уже теперь, и профессиональные чаты. Мы стараемся не только давать какую-то общую информацию, но и давать специфические материалы, например, по странам, по профессиям и так далее. Я могу сказать, что сейчас мы как раз занимаемся систематизацией вот этой всей базы знаний, которая, конечно, накопилась уже огромная. Телеграм-канал мы запустили, наверное, в районе 12-13 марта. И как раз мы концентрировались на тех вопросах, которые чаще всего приходят в бот, чем люди интересуются, что их волнует, какие инструкции им нужны. И до сих пор мы продолжаем публиковать как информацию о деятельности проекта, о возможностях для иммигрантов, также для людей с антивоенной позицией, которые остаются в России, о наших активностях. И полезные инструкции юридические, объясняем, какие законы, например, в России были приняты касаемо призыва, мобилизации и так далее. И мы охватываем достаточно широкий спектр тем, которые так или иначе касаются войны, прав человека, эмиграции, адаптации и так далее. А чего вы не берете? Какую информацию вы не берете? Это сложный вопрос. Темы, в которых люди нуждаются, мы берем. Если говорить о том, что мы не публикуем, конечно, мы не публикуем то, что нам идеологически не близко, очевидно. Каких-нибудь пропагандистов или что-то еще мы не публикуем. Наоборот, мы стараемся брать материалы, которые рассказывают, например, о влиянии пропаганды, о том, как разговаривать с родственниками, которые подвержены пропаганде, что происходит в Украине, правду о войне. То есть не только какие-то практические вещи, в какой стране можно оформить визу фрилансера, айтишнику, но и идеологические вещи. Мы видим, как меняется реакция на них нашей аудитории, когда мы только запустили и сейчас. И как? Я бы сказала, что в начале войны около
половины, наверное, комментариев было: ой, давайте вы тут не будете про политику, значит, это все сложные вопросы, и они вызывают только какое-то раздражение у людей. Как визу получить? Да, скажите, как визу получить. Сейчас таких комментариев практически не бывает. Может быть, где-то затесается 1 неделю. Бывают жаркие споры, бывают разные мнения, но я думаю, что наша аудитория перестала быть аполитичной, и для меня это достаточно большое достижение. Это тот результат, которого вы хотели бы достичь? Да, это тот результат, который мы хотели достичь. И помимо вот такого достаточно теперь уже большого набора гуманитарной помощи, которую мы предоставляем иммигрантам, это и подборки вакансий дистанционных или с релокацией, это и курсы профессионального переобучения, иностранные языки, 20 языков сейчас иммигранты могут учить бесплатно, психологическая помощь и так далее и тому подобное. У нас еще достаточно большой блок нашей работы направлен на поддержку антивоенного движения, гражданских инициатив. Мы стараемся делать их более видимыми, подыскиваем экспертов, которые готовы их проконсультировать по разным аспектам развития их деятельности. Мы вовлекаем иммигрантов в эти инициативы, которые раньше нигде не участвовали, айтишники, врачи, еще кто-то, но которые говорят: как мне, вот, кому я могу помочь? Я хочу, но моя профессия, кажется, этого не предполагает. И мы рассказываем, что нет, любая специальность, любая профессия, она подойдет, и более того, нет профессии активист. Мы все кто-то по образованию. Активист. Да, мы все с бэкграундом, с каким-то профессиональным, поэтому гражданская деятельность может идти параллельно с основной работой, и мы стараемся до людей это доносить, и в целом нам удалось так расширить и дать немного силы антивоенным движениям, инициативам. Мы вот с Дариной недавно обсуждали как раз, что самое главное в Ковчеге для нее. И Дарина сказала то, что меня очень зацепило, что стало ясно, насколько на самом деле активно волонтерское движение, и сколько людей добровольно и совершенно бесплатно подключились к этой работе. И я хотела бы про это подробнее узнать, потому что это не только помощь непосредственно, но это еще и, конечно, первый круг комьюнити, к которому дальше уже пристраиваются все остальные друзья и знакомые кролика, что называется. Сколько у вас волонтеров, какого размера ваше комьюнити, как вы себе это представляете сейчас? Я боюсь, что посчитать в точных цифрах, какого размера комьюнити, сложно. Волонтеров у нас около 3000. И они по разным странам. Они по разным странам, и это, оговорюсь, это не те люди, которые прям на регулярной основе каждый день включены в проект. Но кто-то помогает эпизодически, если нужно, например, нам или каким-то антивоенным инициативам смонтировать видео, сделать, не знаю, телеграм-бот для контрпропаганды, еще какие-то вот такие разовые вещи. Так и есть волонтеры, которые у нас постоянно вовлечены в работу. Это психологическая помощь, практически все индивидуальные консультации и часть групповой терапии. Это волонтеры, психологи, психотерапевты. Их около 120 человек, такой постоянный костяк. И они, более того, познакомившись у нас в проекте, сделали свой Let It Psi. И теперь они публикуют очень классные практики самопомощи, открытые вебинары и так далее. И скоро организуют психологическую конференцию большую по как раз психологической работе в условиях военного конфликта и психологической работе с людьми с антивоенной позиции страны-агрессора, что вообще может быть применимо еще и в разных конфликтах в мире. У нас есть преподаватели языков, их тоже около 120 человек, и это тоже все волонтеры. Потом курсы профессионального переобучения мы запустили не так давно, и их было буквально вот сейчас набран 3-й, мы планируем 4-й, но это тоже волонтеры. И модераторы чатов, это люди, которые помимо такой технической модерации отвечают на вопросы, помогают иммигрантам, подсказывают, где найти или куда обратиться. Большая очень компания людей у вас. Вы же находитесь в разных странах, еще у вас есть отделения, в смысле филиалы, отделения, не знаю, как сказать. Там тоже ковчеги окружены волонтерами. Я бы сказала, что эта сетка больше, сетка такая ковчега и сообщество ковчега, они больше, чем страны нашего физического присутствия, шелтеры, офисы, какая-то вот такая офлайн постоянная координация у нас есть в Армении, в Турции и в Польше. Я сама живу в Грузии, и там я тоже стараюсь организовывать какие-то мероприятия сама, но 49 стран — это онлайн-сообщества, в которых есть и местные диаспоральные инициативы, которые достаточно активны, и местные антивоенные движения, которые образовались после 24 февраля 2022 года из новых
мигрантов, а есть просто активные ребята, которые готовы что-то организовать. И поэтому мы, конечно, не ограничиваемся странами нашего оффлайн присутствия. И такая как бы сообщество, комьюнити Ковчега, оно, я бы сказала так, окутывает большую часть стран. Мгм. Когда вы думали про филиалы, Армения была первой страной, куда вы собирались прийти? Или Турция, или Польша? Или как было вот это по странам началось вот это вот разделение? Начиналось все с Армении и Турции, Мгм. но просто потому, что большие миграционные потоки были безвизовые страны. Армения, Турция как такие достаточно очевидные варианты для людей, кто уезжает и кто успешно принимает решение, куда ехать. В Грузии уже у наших партнеров была, у Free Rush Foundation была выстроена оффлайн инфраструктура, шелтеры. Они помогали с 2021 года людям, которые уезжали из-за преследования за их политическую деятельность. И поэтому мы просто не стали дублировать те же активности и стали с ними просто обмениваться информацией, перенаправлять людей, которым нужна такого рода помощь. Потом в Грузии открылись еще другие помогающие проекты, и Антизона, и Immigration for Action, и другие. И поэтому я бы сказала, что вообще все вот это большое помогающее сообщество, которое часть этой деятельности тоже делает Ковчег, работает по принципу синергии. Ну, то есть мы стараемся не дублировать активности друг друга, не соревноваться, потому что работы много, и, к сожалению, даже Так лучше ее распределить как-то, чем... Конечно, конечно. Все мы вместе взятые не можем охватить всех людей, которым нужна помощь, но поэтому мы стараемся перенаправлять и как-то разграничивать такие сферы, где кто может помочь. И я бы сказала, что это такая слаженная работа и действительно объединительная история, которая после начала войны, к сожалению, на фоне страшных событий, убийств людей в Украине, сплотила такое Антивоенное сообщество. В Армении все началось с шелтера, если я правильно Настю поняла, да? Да, ну в принципе начиналось с шелтеров, да, и в Армении в том числе. Началось все с того, что мы смогли арендовать несколько квартир или домов с достаточно большим количеством спальных мест, куда селили людей. Просто первые, наверное, недели существования этого шелтера нам повезло, что в одной из квартир у нас было достаточно большое пространство гостиной. Оно приятное, большое, и там можно было собраться каким-то небольшим количеством людей. То есть понятно, что это были люди не просто набранные по объявлению, а кто-то, с кем мы уже познакомились, то есть проверили, потому что мы приводили их все-таки в место проживания. Вот. И очень быстро стало понятно, что люди хотят держаться вместе, что они договариваются. То есть мы сразу стали, я приехала, и первое, наверное, что я стала искать, это где здесь проводят акции в поддержку Украины или против вторжения, или хоть что-то. Я нашла, и когда я сказала, что вот я нашла дату, место, когда она проводится, пойдемте. Со мной согласилось пойти большое количество знакомых, людей, которые также проживали в шелтере. Мы стали участвовать в этих акциях, и стало понятно, что люди хотят общаться, то есть им хочется делать... Место для сбора. Им нужно место для сбора, им хочется делать что-то вместе, им хочется знакомиться, потому что многие уехали, разорвав свои... не разорвав, а прервав свои социальные связи, горизонтальные, дружеские. То есть люди оказались в разных странах, кто-то остался. И достаточно быстро у нас сформировалась такая инициативная группа людей, которые и собирали гуманитарную помощь, и устраивали кинопросмотры, и после всего этого, то есть мы обсудили с Настей, стало понятно, что Ковчегу в Армении нужно какое-то место, куда можно прийти в любое время, приходить каждый день, где можно проводить разные мероприятия. Так мы арендовали наш ресурсный центр. Вот, уже летом мы его открыли. Ну и в целом это то, что сейчас Ковчег в Армении, то есть к нам постоянно приходят какие-то новые люди, разные люди говорят, что они готовы помочь
просто физически, чем руками. Кто-то приходит, рассказывает, что он готов выступить, провести мероприятие, чему-то научить. Сейчас у нас даже есть очные психологические консультации в нашем ресурсном центре. Также пришли волонтеры-психологи и сказали, что они готовы вести несколько раз в неделю приемы, естественно, бесплатно абсолютно для любого обращающегося. Я правильно понимаю, что это специфика именно Армении, что здесь ресурсный центр, в Стамбуле нету? Нету, но это связано больше с такими бюрократическими, я бы сказала, вещами. И в каждой стране своя практика и свои нюансы. В работе Армении какая-то местная специфика. То есть занимаетесь ли вы армянскими проблемами? Приходят ли к вам люди с проблемами? На самом деле, когда задают такие вопросы, на них сложно отвечать, потому что, с одной стороны, я говорю, что я не спрашиваю у человека паспорт, когда он заходит, то есть я не требую подтвердить какое-либо из гражданств, но, с другой стороны, так как информация про ковчег распространяется на русском языке среди в Телеграме, что в основном мессенджер для русскоязычного общения, вот, то просто мне кажется, что именно местные, они не так часто сталкиваются с информацией про ковчег и знают, что к нам можно прийти. Конечно, глобально мы не будем отказывать в помощи. Я сделаю там все возможное. При этом я знаю, что в Армении есть и свои как раз-таки помогающие организации гуманитарные и по защите прав женщин, и по помощи ЛГБТК плюс комьюнити, то есть и по помощи беженцам. И они как раз-таки распространяют информацию на армянском государственном языке, поэтому логичнее, что люди узнают про них. Например, у вас нет какой-то программы помощи Арцаху отдельной? Отдельной программы нету. Нет, пока нет. Но какое-то сотрудничество с местными НКО у вас есть? Конечно, мы активно знакомимся, выходим на контакт сами, то есть нам пишут про нас, тоже узнают. И мы стараемся, в том числе, да, вот то, что я уже говорила, что иногда, проще перенаправить к партнерам, к знакомым, которые специализируются на какой-то конкретной теме, и у них есть отработанные механизмы, у них есть знания, когда они могут помочь гораздо комплекснее, эффективнее, да. Какая специфика работы некоммерческих организаций в Армении, как вам кажется? То, что меня очень сильно поразило, когда я только начала знакомиться, это что здесь не запрещали работы некоммерческих организаций. То есть со своим российским опытом я вижу, например, у какого-нибудь достаточно небольшого экологического фонда в Гюмри на их как сказать, баннеры, да, на их рекламном баннере будут указаны партнеры, с которыми они работают. Это западные фонды, и они гордятся этим, потому что для них это когда большой, крупный, устойчивый фонд доверился им, заметил, знак качества, заметил их деятельность, признал, что они важны для своей страны и помог как-то, в том числе с финансированием, с проведением мероприятий, с обучением, с чем-то. И для них это знак качества, они могут себе позволить это напечатать. Я понимаю, что если бы в России стоял баннер с таким фондом, все бы уже давно сидели. Да. Вот. То есть для меня это было шоком с той точки зрения, что людям не препятствуют. То есть здесь НКО-сфера, она имеет возможность помогать и развиваться, и никто не запрещает, никто не вставляет палки в колеса. То есть здесь не будут закрывать Greenpeace. Вот, конечно, для меня после России это самое главное. Помогают? Чиновники, какие-то органы правительственные помогают вам? Нам конкретно? Да, или вы просто с ними не сталкиваетесь? С одной стороны, мы с ними не сталкиваемся, с другой стороны, я понимаю, что у Армении достаточно сложная социальная обстановка в самой стране, то есть это и высокий уровень безработицы, низкие зарплаты, большое количество малообеспеченных людей, проблема Арцаха, блокады. И мы даже не пытались пойти к, к бюджету, к госорганам Армении, чтобы как-то просить помощь. То есть поскольку вы можете справиться сами, то не хотите еще давления дополнительного? Пока что мы справляемся сами, поэтому тут, правда, очень
очень хочется поберечь Армению. Как изменилась работа Ковчега вообще в целом и в Армении в частности? Ковчег стал большой и разновекторный. Ну, то есть теперь это не шелтер или юридическая помощь, это скорее такое, как бы оно есть, но оно не основное. Я бы сказала, что Ковчег — это большое сообщество людей, которые поддерживают друг друга. Это люди неравнодушные, это люди неравнодушные к войне, это люди, которые выступают против, и люди, которые хотят перемен в России и хотят строить демократическую Россию. Я бы сказала так. Поэтому не так давно мы буквально там, за месяц до нашего сегодняшнего разговора запустили проект первым рейсом, как раз потому что увидели большое количество и профессионалов среди наших профессиональных сообществ, и просто неравнодушных людей, которые увидели, что вообще-то можно участвовать в политике, вообще-то можно получать какие-то навыки, знания, скиллы, и в дальнейшем в России, когда как бы этого режима не будет, можно принимать участие в строительстве тех институтов, которые им интересны. От социального предпринимательства или защиты животных до участия, например, в выборах. И сейчас мы как раз стараемся сформировать группу по интересам, привлечь экспертов и дать людям необходимые знания, навыки, которые потом, впоследствии пригодятся им в России. Я надеюсь, что у нас у всех такая возможность будет. А в Армении как можно описать Ковчег в Армении на сегодня? Ну, на самом деле, Ковчег в Армении, он как часть общего ковчега изменился и трансформировался так же, как рассказала Настя. Вот. Мне кажется, что вначале Ковчег в Армении просто инструктировал, ну, то есть расселял и инструктировал. А сейчас Ковчег в Армении, мне больше хотелось в это верить, что он вдохновляет больше, он вдохновляет создавать вот эти комьюнити, он вдохновляет, может быть, кого-то создавать свои проекты, начинать и пробовать. Вдохновляет находить новые связи, новые возможности для активизма даже за границей, участвовать, высказываться, выходить на акции, получать какие-то новые знания, вот. То есть не сдаваться и верить в то, что мы все равно победим. Какой оптимистичный финал. У меня есть два вопроса, которые касаются на самом деле в целом тех, кто занимается благотворительностью, социальными проектами. Первый вопрос, как вы не выгораете? На самом деле я считаю, что мне очень повезло с командой с моей, и без нее ничего бы не получилось. Потому что ребята очень вовлечены и сами хотят помочь больше, развить, придумать что-то новое. И я бы сказала, что мы просто очень бережно друг к другу относимся. Ну, то есть у нас нет такого, что люди выполняют какие-то формальные задачи и в 6 часов отключают телефоны. А все очень вовлечены в процесс, все этим горят, но с другой стороны, если у человека есть какие-то, не знаю, свои личные дела или что-то еще, то, конечно, мы все относимся с пониманием, подхватываем дела друг друга. Например, кто-то не может провести вебинары, кто обычно проводит, и, конечно, кто-то из команды согласится это сделать. И, конечно, огромная помощь волонтеров, потому что очень большую работу делают наши волонтеры, и поэтому мы можем привлечь их, мы можем попросить их помочь, волонтеры часто откликнутся и возьмут на себя какую-то часть работы. Как я не выгораю? Работать очень интересно. Ну, это интереснее, чем выгорать. Вот. Нет, на самом деле, я не выгораю, потому что меня вдохновляет моя работа. Потому что как раз-таки в один из периодов жизни я уходила в избирательную кампанию с вот такой классической, хорошо оплачиваемой офисной работе, на которой какие-то действия были, но в перспективе это казалось бессмысленным. И сейчас я понимаю, что как раз-таки на работе в социальном проекте, связанной с каким-то активизмом, мне позволяет не выгорать то, что я понимаю, ради чего я работаю, что я работаю для того, чтобы помогать людям. То есть моя цель — это вот не KPI, который прописан там, а это прекрасная Россия будущего, это изменения в моей стране, это создание диаспоры, которая не оторвется от России, которая продолжит помогать
помогать стране продолжить в чем-то участвовать и будет готова возвращаться в каком-то количестве. Или интегрироваться в страну, где она есть. Для меня, мне кажется, что это можно делать параллельно. Я не верю вот в эту полную противоположность, что ты либо сидишь со своим русским языком в своем белом гетто и не обращаешь внимания, что ты в другой стране, либо ты полностью интегрировался, выучил язык, да, получил гражданство и заявил, что в России ты никогда в жизни не бывал. Я считаю, что можно делать и то. Можно и уважать страну, и учить язык, и изучать культуру и традиции, и при этом помнить, что мы все родились, выросли в России. У нас, даже если кто-то отказался, все равно был этот паспорт, и мы несем ответственность за то, что уже случилось, и за то, что дальше будет случаться в нашей стране в том числе. И что для вас дороже денег? Да все дороже денег. Ну, как бы деньги — это приходящее, уходящее. Нет, А как конечно, бы без денег работал Ковчег? Нет, для Ковчега, конечно, чтобы мы могли работать, нам нужны деньги. И мы благодарны нашим жертвователям. Иногда нам присылали деньги какие-то не очень известные люди, точнее, совсем неизвестные предприниматели, которые, например, уехали из России вообще в юном возрасте, сейчас они очень такие взрослые люди, и вот они пишут часто не на русском языке, и пишут: «Здравствуйте, я вот хочу помочь, куда мне перевести?» И называют, например, двузначную сумму в долларах. Точнее, не двузначную, С двумя нулями. Да, с тремя нулями. С тремя нулями, да. Вот, с 4 нулями. И я очень вдохновилась, что люди готовы вкладывать, если они не готовы, например, вложить какие-то свои силы или время их нет, то люди готовы жертвовать деньги, чтобы помочь другим. И, конечно, это мотивирует больше, чем ну вот у нас проект не зарабатывает, ну то есть мы не зарабатываем деньги в плане бизнеса, мы не получаем прибыль. Мы, когда стало похуже с фандрайзингом, мы стали изыскивать какие-то варианты, чтобы оплатить расходы проекта, например, стали продавать рекламу в нашем телеграм-канале, в наших чатах, еще что-то. Ну, то есть стали делать бизнес-ассоциацию, вот она работает уже несколько месяцев, и мы стали изыскивать какие-то пути, чтобы проект обеспечить, но глобально я вообще оптимист, потому что я думаю, что если бы я была пессимистом, я бы не стала бы вообще этого делать, конечно. Конечно. И я бы сказала, что, конечно, межличностные коммуникации, вовлеченность людей – это дороже вот непосредственно денег, потому что если бы люди не были вовлечены, если бы они не были неравнодушны, они бы, например, не жертвовали на работу Ковчега или других помогающих организаций, которые собирают гуманитарную помощь, которые помогают Украине. Ну, то есть это все первое неравнодушие людей, а потом уже какие-то Материальные. Дарина, а вы что скажете? Я скажу, что я, во-первых, согласна полностью с Настей, что много чего дороже денег, что люди, человеческий ресурс дороже денег, отношения дороже денег. Но я думаю, что для меня все-таки свобода дороже денег. Вот, если ты свободен и внутри, и снаружи, то деньги всегда можно заработать. Спасибо вам большое за этот разговор. Удачи Ковчегу и вам.